Солнечное утро на городской ярмарке было наполнено запахами свежей выпечки, смехом детей и мягким звоном колокольчиков карусели. Аня стояла за своим небольшим столиком, украшенным разноцветными пирожными, пряниками и мини-кексами с нежной глазурью. Она аккуратно выкладывала свои сладости, представляя каждое пирожное как маленькое произведение искусства. Толпа прохожих медленно текла мимо, но ее внимание привлек один мужчина. Он выделялся среди других. Высокий, с уверенной осанкой и легкой небритостью, его взгляд был сосредоточен и одновременно мягок. Казалось, что он внимательно изучает каждый предмет на столе, словно пытаясь угадать, что скрывается за яркой глазурью и аккуратно нанесенными украшениями. Когда он подошел ближе, Аня почувствовала легкое волнение, ее опыт подсказывал, что с этого человека может начаться что-то необычное. Мужчина сделал шаг, будто решаясь на что-то важное, и, улыбнувшись с легкой шуткой, произнес слова, которые повергли ее в замешательство и одновременно рассмешили. Фраза о том, что она будет жить с ним, прозвучала так абсурдно и неожиданно, что весь день Ани на ярмарке будто замедлился. Внутри нее что-то щелкнуло. Это была не просто случайная встреча, а маленький поворот судьбы. Он оказался не только смешным и очаровательным, но и странным образом притягательным. Даже в шуме ярмарки и среди других покупателей она чувствовала, что именно эта случайность может изменить ее жизнь. С этого момента день Ани превратился в череду легкого волнения, улыбок и тихого предвкушения. Обычная работа за столиком со сладостями вдруг приобрела оттенок сказки, которая только начинала разворачиваться. После той случайной встречи на ярмарке Аня не могла выбросить из головы образ высокого мужчины с мягкой улыбкой и необычной шуткой. Каждое утро, готовя новые порции пирожных и пряников, она невольно представляла, как он снова появится среди толпы покупателей. Эта мысль добавляла легкого волнения и неожиданной радости в ее рутинную работу. Через несколько дней случай снова вмешался в ее жизнь. На городской выставке, где Аня представляла свои сладости в небольшом уголке, она заметила знакомую фигуру. Мужчина с той самой шутливой фразой стоял в нескольких шагах, внимательно разглядывая витрины. На этот раз его взгляд был мягче и доброжелательнее, как будто он искал повод подойти и поговорить. Аня почувствовала странное сочетание волнения и радости. Эта встреча казалась не просто случайностью, а маленьким намеком судьбы. На улицах города их пути пересекались еще несколько раз в парке, где Аня прогуливалась с коробкой свежих кексов для доставки, и в уютном кафе, куда она зашла за вдохновением для нового рецепта. Каждый раз ощущение неловкой, но приятной интриги между ними усиливалось. Аня замечала его внимательные взгляды, легкие улыбки и то, как он казался заинтересованным в ее мире, полном сладостей и маленьких радостей. Между ними постепенно возникала невидимая связь, почти магическая. Каждая случайная встреча оставляла легкое чувство тепла и смеха внутри, напоминая, что их жизни неожиданным образом переплелись. Даже в повседневной суете ярмарок и шумных улиц города Аня чувствовала, что кто-то невидимо присутствует рядом, готовый превратить обычные дни в цепочку удивительных моментов. Эти встречи становились для нее маленьким чудом, которое постепенно превращалось в привычку. Она начала замечать, что мысли о нем вызывают улыбку без причины, а каждый новый день предвещает очередную неожиданную встречу. Так, между обычной работой и повседневными заботами зарождалась история, которая уже начинала менять ее привычный мир. После нескольких случайных встреч Аня и мужчина с ярмарки начали замечать, что их жизни постепенно переплетаются все чаще. Его появление стало привычным, но при этом каждое появление все еще вызывало легкое волнение и непредсказуемость. Аня чувствовала, как привычные улицы города превращаются в маленькое поле для неожиданных событий, где каждый взгляд и улыбка создавали ощущение предвкушения чего-то важного.
Со временем их отношения начали приобретать более осознанный характер. Они проводили вместе короткие прогулки, встречались в парках и маленьких уютных кафе, где Аня показывала ему свои новые рецепты и рассказывала о своих мечтах. Каждый такой момент был наполнен легкой неловкостью. Оба старались казаться уверенными, но смех, быстрые взгляды и легкое замешательство выдавали их искреннее чувство. Аня замечала, что ее привычная независимость сталкивается с новым ощущением доверия и привязанности. Ей казалось странным, что кто-то, встретившийся в первый раз на ярмарке, теперь становится частью ее повседневного мира. Она пыталась сохранять дистанцию, но каждое совместное мгновение оборачивалось теплотой и легкой романтической напряженностью. Смешные недоразумения становились неотъемлемой частью их отношений. Иногда они путали свои планы, опаздывали друг к другу или не понимали сразу, что хочет другой. Но эти неловкие моменты лишь укрепляли их связь. Смех, который они делили в такие моменты, делал их близкими гораздо быстрее, чем долгие разговоры могли бы это сделать. Так, шаг за шагом, их отношения приобретали форму первых свиданий легких, немного неловких, но невероятно искренних. И именно эти моменты помогали Ане понять, что их знакомство с ярмарки было не случайностью, а началом чего-то большого, способного изменить ее жизнь. После серии первых свиданий их отношения постепенно становились более естественными и теплыми. Аня и Иван начали проводить вместе больше времени, и каждое совместное мгновение открывало новые грани их характеров. Его спокойная уверенность и мягкое чувство юмора идеально дополняли энергичную и творческую натуру Ани. Со временем Иван стал часто навещать Аню в ее мини-кондитерской, где она экспериментировала с новыми рецептами. Он наблюдал, как она с любовью и вниманием украшает каждый кекс, как тщательно выбирает начинки для пряников и как гордится даже самыми маленькими успехами. Он поддерживал ее советы и идеи, вдохновляя на новые эксперименты, а Аня чувствовала, что рядом с ним ее творчество становится более ярким и значимым. Постепенно они начали обсуждать совместное будущее. Аня рассказывала о своих мечтах открыть собственную кондитерскую и превратить сладости в способ радовать людей. Иван делился своими планами, но делал это с необыкновенной легкостью, не подавляя ее инициативу. Вместе они рисовали воображаемый дом, где уют переплетался с ароматами выпечки, где каждый уголок был наполнен теплом, смехом и совместными проектами. Жизнь с Иваном постепенно приносила новые радости и открытия. Аня привыкла к его неожиданным заботам. Он мог рано утром принести свежие фрукты для нового рецепта или оставить маленькую записку с шуткой, напоминающей о том самом первом дне на ярмарке. Она смеялась и радовалась этим мелочам, ощущая, что их отношения превращаются в настоящее совместное приключение. Их совместное время, наполненное сладостями, смехом и мечтами, постепенно стало привычкой, в которой хотелось оставаться как можно дольше. Именно в этих моментах Аня поняла, что ее жизнь изменилась навсегда. Та случайная встреча на ярмарке и последующие встречи не только подарили любовь, но и открыли новый мир, полный совместных надежд, радости и тепла. Со временем их совместная жизнь становилась все более гармоничной. Аня и Иван находили радость в самых простых вещах. Совместная готовка новых десертов, прогулки по любимым улицам города, обсуждение будущего дома и маленьких традиций, которые они хотели создать. Каждый день приносил новые моменты счастья, а легкая неловкость первых свиданий постепенно уступила место искренней близости и взаимному доверию. Иван давно продумывал особенный момент, когда решит предложить Ане жить вместе не только в романтическом, но и в официальном смысле. Он хотел, чтобы это было не пафосное событие, а продолжение их общей истории, полной юмора, тепла и маленьких совпадений, которые сделали их связь уникальной.
Настал день, когда он привел Аню в уютное место, где они когда-то вместе гуляли и обсуждали свои мечты о будущем доме. В окружении мягкого света и ароматов свежей выпечки он тихо напомнил о той самой шутливой фразе с ярмарки. С улыбкой и легкой игривостью он предложил Ане разделить не только жизнь, но и все, что они строят вместе, включая будущий дом и совместные мечты. Аня почувствовала, как сердце наполняется радостью и теплом. Весь путь от случайной встречи до этого момента казался удивительно логичным и естественным. Она понимала, что их отношения не были результатом мгновенной страсти, а выросли из сотен маленьких моментов смеха, поддержки, совместной работы и взаимного понимания. Это предложение стало символом их любви, легкой, искренней и наполненной радостью. Оно подтвердило, что случайная шутка на ярмарке действительно изменила их жизни, превратив обычное утро с пирожными в начало большого и счастливого совместного пути. После помолвки жизнь Ани и Ивана обрела новый ритм. Они переехали в уютный дом, который выбирали вместе, мечтая о каждом уголке. Просторная кухня для экспериментов с десертами, светлая гостиная с большими окнами, где можно было наслаждаться солнечным утром, и маленький сад, полный цветов и ароматов свежих трав. Каждый элемент дома создавался с любовью, отражая их характеры и совместные мечты. Аня продолжала развивать свои кулинарные проекты, теперь уже с поддержкой Ивана, который находил радость в том, чтобы помогать ей и быть рядом. Он участвовал в выборе ингредиентов, наблюдал за процессом украшения пирожных и восхищался ее умением превращать простые продукты в настоящее произведение искусства. Эти совместные моменты стали их маленькой традицией, наполняя дом теплом и смехом. Иван, в свою очередь, учился радоваться простым вещам так, как это умела Аня, с легкостью, юмором и детской искренностью. Вместе они создавали мир, где забота и внимание друг к другу сочетались с легкостью и игривостью, которой так не хватало в их прошлых жизнях. Со временем они узнали, что скоро станут родителями. Это известие принесло особую радость. Чувство будущего и ответственности переплелось с волнением и трепетом. Они обсуждали, какие сладости будут готовить для малыша, какие традиции создадут и как вместе будут открывать новые горизонты семейной жизни. Так закончилась первая глава их совместной истории, но началась новая, полная любви, смеха и надежд. Шутливая фраза на ярмарке, случайная встреча и серия маленьких, но искренних моментов превратились в прочную основу для будущей семьи. Их жизнь теперь была наполнена счастьем, уютом и ожиданием чуда, которое только усиливало их любовь и вдохновение. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.